В очереди нам стоять не пришлось. К нам подошел представитель нашей авиакомпании и сказал, что у нас уже идет посадка. Здесь просто давишься. Ладно, шутка мне за чай с медом, потому что я как бы еще не до сих пор выздоровела. Жарко, капс, да. Cape on board entertainment system is now available on this flight. Просто вот из-за того, что стоит самолет с двигателем, нельзя перейти вот здесь вот эту вот часть. И наконец-то спустя 100 миллионов часов пришли паспортный контроль. Оказалось так, что мы были последние в очереди, и нам пришлось стоять супер долго. Наши чемоданы уже были загружены на тележечку. Прикиньте, грузят вот эти вот, если как бы два чемодана вместе, это значит, что вот эти вот люди типа вместе. Они смотрят по биркам и так вот загружают. Очень классно, что русским на Мире не нужна виза, поэтому нас засунули в очередь. Да, опять досмотр. Sorry, guys. Приехал наш автомобиль, и мы едем в город Свакампунт. Короче, мы едем в прибрежный город, смотрите на розовое озеро и как живут люди в Намибии. Перед длинной дорогой в город с непроизносимым названием сначала случилась длинная подготовка к ней, потом недлинный перекус, а потом очень много красивых видов. Свакапмунд — это небольшой курортный город на берегу Атлантического океана. По последним данным, здесь проживает порядка 40 тысяч человек. От столицы его отделяет примерно 350 километров, которые мы проехали за плюс-минус 3 часа и приехали прямо к заходу солнца. Из-за мягкого климата этот город славится неспешной вечерней жизнью, и тут очень ценят закатные часы. Но из-за холодного течения купальный сезон слишком ограничен, поэтому после наблюдения за прибойной линией мы уехали заселяться и легли спать. Доброе утро! Мы проснулись в Свакампунде. Будем смотреть на колонию пингвинов. Колонизацию. Пингвинов. Фламинго. Мы едем смотреть на колонизацию фламинго. Они тусуются на Розовом озере. Но для этого из нашего любимого Свакампунда нужно поехать в Oldfish Bay. Ехать всего полчаса. Мы в пути. И, конечно же, предвкушение. Мой шок по приезде на знаменитые Розовые озера не описать словами, если честно. Сначала мы восхищались какими-то микроозерами, потому что, как оказалось, здесь издавна ведется добыча соли. И так называемые озера окрашены в розовый цвет определенными водорослями и микроорганизмами. Контраст воды сильно меняется в зависимости от сезона и погоды, и зачастую именно здесь собираются множество фламинго. Мы приехали, когда было очень ветрено, и не встретили здесь ни одного живого существа, кроме депсов, застрявших в песке. Там же мы решили доехать до берега океана, чтобы насладиться неописуемой красоты видами. Думали, что по обочине лежат кристаллы соли, но потом они как-то очень легко перемещаются. И мы поняли, что это на самом деле летает пена. Вот я не знаю, как его назвать или нет. Короче, мы решили остановиться и устроить пенную вечеринку! Скучаю по времени, когда я была молодой и безбашенной, потому что сейчас, подойдя к пене, я задумалась о том, что все-таки она может быть отравленная, и все-таки ее желтый цвет и немножечко непонятный запах свидетельствуют о том, что, вероятно, это какие-то отходы, и моя история о том, что ее вот так вот взять руками и раздуть не совсем безопасная, поэтому как бы без суперкадра, но с супер опытом.
Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. Удивляться, насколько многогранна наша планета, насколько это красиво, насколько это необычно, насколько мне хочется посетить все места мира. Вы только посмотрите, розовое озеро, это чума, реально, я не могу сейчас описать все эмоции, но как будто бы увидеть в жизни розовое озеро, я считаю, must see. Не знаю, как вы, но сейчас вот как бы можно жить и знать, что ты видел розовое озеро. Прикольно. Приехали на место, где должно быть огромное лежбище морских котиков и фламинго. Вот фотки, как это должно было быть выглядеть. Выглядит это примерно вот так. Лежат 3 кота, по-моему, уже дохнут, поэтому они не могут отсюда никуда уйти. При этом машин, посмотрите, ну типа уйма. И все приехали посмотреть то, чего уже нет. Так что мы пошли гулять по набережной. Олд Фиш Бэй находится в 40 километров от Свакопмунда. Это достаточно крупный портовый город, но кроме как гулять по пляжу и сидеть в ресторанах, здесь особо заняться нечем. Поэтому, пройдясь немного вдоль океана, мы решили поехать до расположенных рядом дюн и заехали по пути перекусить. Смотрите, кстати, какая здесь пицца двухслойная. Прикольно? Мы приехали на дюны. В моей голове пока что не укладывается информация о том, почему они выглядят вот так вот, и почему их не размывает ветром, и почему, когда на них заходишь, они не обрушиваются. Сейчас мы пойдем это узнать на практике. She asked me if I had another minute and I didn't have the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted. Ощущение, конечно, вайб. Я искупалась в песке. Как бы добрый вечер. На запахе что-то скрипит. Заезжая на заправку, чувствуешь себя просто как в Формуле 1. На самом деле, если что, тут очень много приколов, связанных с машинами и транспортом, типа перекрестки, где нет светофоров, и проезжает тот, кто первый приехал. Типа помеха справа — это отмена дичайшая. Просто кто успел, тот и проехал. А кто не успел, тот домой обратно уехал. Мы переформатировались на нашей гонке, на нашем заезде. Едем до Next Station. 3 часа. Остановились, потому что обратили внимание, что тут какие-то ползающие камни. Оказалось, что это вообще не камни. Это максимально огромные тараканы, которых... Блин, вы посмотрите, просто сколько их тут. Это жесть. Вот это вот все они. Максимально быстро бегают. Пока что мне немного страшно, если честно. Еще появилась информация о том, что они едят своих сородичей, которых затоптали другие машины. И на этом они пропитываются здесь. Посмотрите просто сколько их. Это жесть, ребят. Он просто огромный. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I didn't have the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I didn't have the heart
It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Ребята, это чума. Мы наконец-таки доехали до ложа. Блин, очень красиво, просто невероятно. Не ползет таракан. Посмотрите. Просто местность в середине гор, посреди степи. Мы ехали, даже свернув с дороги сюда, еще минут 10 просто по дороге, по разваленной дороге уже, наверное. Тут максимально вайбово. Посмотрите, как выглядит ресепшн. Я считаю, это просто вау. Кактус. Это, конечно, просто чума. Волшебство в африканском стиле. Посмотрите, я нашла старую карту. Как бы добрый вечер. Вот это вот как бы территория. Прямо напротив отеля. Какие виды, господи. Ребята, я вышла вам снимать обзорчик на территорию. Но вышли и сказали, что наш номер уже готов, поэтому нам предложили уехать в номер. В душе не понимаю, как, куда и сколько придется ехать. Блин, ну это просто... Но мы, короче, собираем обратно все свои вещички и передвигаемся в точку В. Погнали смотреть, где будет наш номер, насколько далеко и что нас там ждет. Ну, давай! Сейчас. Откроем наше логово. Look at this. Oh my god. Very, это very. Господи, офигеть, тут просто душ, как я не знаю. Это поди открывается еще. О май гад! Блин, я надеюсь, сюда тигры не придут. Так, сейчас я... Да, я тут не справляюсь, мне нужна помощь. Господь! Ребята, это полный атас. Мне удалось поспать днем. И сейчас у меня состояние, когда ты просыпаешься и такой, где я, кто я? Посмотрите. Реально, где я, кто я, вообще не понимаю, если честно. Короче, было принято решение сейчас идти в бассейн и немножечко отключить свой ум. Нет, вы посмотрите, какие пейзажи, господи, как красиво. Чума. Выглядит очень максимально вайбово. Посмотрите. Это вообще... Короче, бассейн оказался максимально холодным, поэтому человая зона перенеслась на лежак. Выглядит все очень красиво, но зайти невозможно. Это как купель, только без бани. Ужин сегодня like this. Ребята, все приколдесный прикол. Извините, что очень темно, я просто очень сильно хочу поделиться своими эмоциями. Единственное ощущение сейчас это от Луны. Я подойду к фонарю, чтобы рассказать вам очень смешную историю. Но меня реально разрывает, я глаза в пол и ушла. Короче, вот так вот вам, надеюсь, видно. Мы приняли решение завтра выехать в 5 утра, чтобы приехать в Сосуфлей, это древняя пустыня, деревня, чуть не сказала. Приехать туда, короче, до палящего солнца. Но у нас возник один нюанс, это завтрак в 7 утра. Как бы мы не успеваем.
И мы спросили, могут ли они взять нам его с собой. Они сказали, да, напишите, пожалуйста, на листочке, что бы вы хотели взять с собой. И, короче, было принято решение написать все по максимуму, и там список из, не знаю, 15, наверное, пунктов. Типа 2 авокадо, 10 яиц, 15 сыров, 2 рыбы, 6 картошек, 15 беконов, 2 солями, 6 бананов, 4 яблока. Короче, мне было очень стыдно сдавать этот листочек. Я быстренько убежала. Я не знаю, чем закончится эта история, так что вернемся к вам с утра и покажем вам наш Макси Континентал брекфаст. О, может быть, нас пошлют вообще из этой деревни и скажут, вы не охерели? Ешьте в своей России столько, мы тут питаемся кофе. Короче, встречаемся утром. Ребята, это какая-то жесть. Времени 4 утра. Мы встали для того, чтобы ёшкин кот поехать в пустыню. И я считаю, это уже ненормально. Мы выезжаем в путь. Так, ребята, вчерашний пранк с завтраком вышел из-под контроля, потому что вынесли вот такой вот огромный пакет. Сори, я снимаю в ночи с вспышкой, потому что, как все понимаем, в 4 утра нет света на улице. И что мы видим? Да, нереально, это все не порезали, просто положили. Паприка. What else? Давайте обзор. Сейчас я распакую, вам покажу. Значит, с распаковкой не очень. У нас есть салфетки. Реально панкейки. О, теплые. Так можно было вообще писать что угодно. Господи. Хэм. Чизос не 10, кстати. Я сейчас пересчитаю, как они тут. О, даже джем с собой. Вау. Так. Ну, это, понятно, сок. Так, что это такое интересное? Это, о господи, это sausages. Обратно. Значит, там яблочки, йогурты. Блин, реально, я писала из головы, прикиньте. И как все сработало. Тут какие-то шарики, это что? Яички вареные, прямо как в поезде. Как будто бы план-капкан сработал. Пошла есть. Короче, выехать с самого Сосранья было не самой лучшей идеей, потому что ворота в парк оказались еще закрытыми, и нас пустят только через полчаса. Мы встали в вереницу из машин, ждем своей очереди. И я время зря не теряю. Конечно же, что делаю? Продолжаем есть завтрак. Обзорчик мы с вами не закончили, потому что помимо того, что я вам показала, тут знаете, что нашла? Брокколи, не знаю, видно ли вам, бекон жареный. А самое главное, ребята, вы только посмотрите, авокадо. Тут даже у меня есть целые помидоры. Офигеть, прикиньте, приехал автобус за детьми, и дети выбежали из дома и побежали в школу. А мы побежали завтракать. Мы приехали.
вышли из нашей кареты. Якобы мы приехали, но деревьев я пока как-то не наблюдаю. С горем пополам, но мы все же доехали до Дедлея, главной достопримечательности Намибии. Название этого места переводится как «мертвое болото», а по сути это высохшее болото. Стоящим здесь деревьям порядка 1000 лет. Когда-то здесь протекала река и росли акации, но климат резко изменился, дюны перекрыли путь в воде, и деревья буквально застыли во времени. Из-за экстремальной сухости они не сгнили, а просто высохли и превратились в природные скульптуры. Окружающие дюны считаются одними из самых высоких в мире, некоторые поднимаются более чем на 300 метров. И самый известный из них это, конечно же, Дюна 45. Ее я вам покажу немного позже. А сейчас посмотрите, как выглядит знаменитая Биг Дэдди. При высоте около 325 метров это одна из самых высоких дюн в мире. Ребята, настроение другой берег Камы. Реально, мы просто шли еще целый километр пешком, чтобы, знаете, что увидеть? Глядите. Сообщество коряк. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Ощущения, конечно, если честно, двоякие, потому что на фотках это была одна история, в жизни это абсолютно другая история. Когда мы подходили, у меня даже возникло ощущение, что мы пришли на ту локацию, что это какая-то демо-версия Сосуфлея, но оказалось нет, и как будто бы ожидания превзошли реальность на этот раз. Фотки, самое главное, сделали, как инста-герлы, пошли изучать мир дальше. Кстати, вообще, если честно, это не самое главное инста-герлы, потому что я встретила девушку в красном вечернем платье. А, вон, она, кстати, я сейчас вам покажу ее, смотрите. Человек в 8 утра на рассвете, примерно вот в таком состоянии делает кадры. Потом вы будете говорить, что блогерство — это не работа, да? Вы даже не представляете, как она кричит тут на всю Ивановскую о том, что ее взяли не с того ракурса. Вот такой вот сосуфлей. Мы шли вперед, вообще не было следов по тропинке, было только красивые узоры от ветра. А сейчас просто туристов полно. Ну что ж, посмотрели, галочку поставили. Едем дальше смотреть. Пойди еще что удивит нас. Смотрите, таракан. Сейчас, короче, новый прикол. Приехать-то мы приехали, а вот уехать не можем. Потому что автомобиль, который нас привез, уже уехал. Благополучно. Мы благополучно остались у мертвой долины. Надеемся не стать одним из деревьев, потому что вообще непонятно сейчас, когда придется следующий автомобиль. Ура, автомобиль начал. Мы прыгаем просто в первую попавшуюся тачку. Hello. Thank you. Ура. Мы не стали одним из мертвых деревьев, и все-таки мы едем. Очень
очень красиво, очень впечатляюще, очень масштабно. Но я не уверена, хочу ли я подниматься на эту высоту. Это жесть, я просто вернулась с Дюны. Не знаю, мне кажется, у меня, во-первых, лицо все в песке, это ладно, но мне кажется, оно обгорело 100 000 раз, хотя я в 8 слоях SPF. Ноги я просто не чувствую, честно, они забиты просто до усрачки. Что ж, зато у меня есть галочка в каком-то из списков. Не знаю, кто. Чувствую себя сейчас в поезде плацкарта премиум класса, потому что мы остановились. И, конечно же, что делаем? Едим яйца. Ребята, это прикол просто. Мы ехали и остановились, потому что знаете, что увидели? Вы сейчас офигеете. Господи, я надеюсь, она не трансформируется в огромную, не съест меня. Это черепаха. Это чума просто. Посмотрите, она такая огромная. Но она быстро дорогу, кстати, переходила очень. Это только половина пути. Не меньшую важность имеет и царство здоровья. И ему вы... Какая жесть, ребята, какая жесть. Я отношусь к тем людям, которые вообще не любят водить. Реально. Через 2 недели у меня заканчиваются права. Их нужно лететь в Россию, обновлять. Ну и, короче, при любой возможности, когда есть возможность сесть сюда, я говорю: о, нет, плиз, только не это. Спустя весь день в дороге я захожу в новое ложе, и сейчас я вам сделаю обзываю. This is ванна. This is душ. This is туалет. Это просто, это что такое? Это что за дом жены миллионера? Просто. Я вообще... Вот картины. Господи! Господи! Сегодня тут была. Вообще супер, конечно. Не выделяется из общего кадра, я считаю. Огромное, просто огромное пространство. Вау! Ребята, я сделала рум-тур и даже не увидела, что я потеряла еще одну комнату. Look at this. Oh my god. This is for children, maybe? I don't know. Это вообще просто сумасшествие с первого взгляда. Это пахнет шоколадом. Наверное, с утра тут будет красивый вид. Наверное. Сегодня не будем. Блин, ну выглядит это просто... African vibes only.